Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы с вами обсудим последние новости, а также посмотрим на пикантные моменты между Чингуком и Тэхёном. Но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас ли поверить в это, примите это во внимание. Тэхён в армии уже 506 дней. Увидимся через 42 дня. Чингук в армии уже 505 дней. Увидимся через 43 дня. Сегодня обсудим последние новости Вигу, а затем мы рассмотрим топ-5 пикантных моментов между Чингуком и Тэхёном. Тэхён посетил мясной ресторан Хвайон Санджан в Сеуле, и тот выложил видео с ним. Ви отведал премиальные ребрышки и вкуснейшую мякоть говядины. Он вежливо поприветствовал персонал, настоящий великий человек, и он был с нами. Улыбка Ви, вкус Хвайон Санджан, идеальное сочетание. Тэхён такой большой мужчина, футболка, которая на нем полностью соответствует его физическим данным. Надпись на футболке: «Ты вообще поднимаешь тяжести, бро?» Тэхён и его уровень любви к разным оригинальным вещам. Ор посетила мясной ресторан, куда ходил Тэхён, и персонал сказал, что он был там 27 апреля. Они рассказали ей, что Тэхён очень большой, место, на котором сидел Тэхён, только для резерва, и он заказал набор на 4 человек. Ор хотела попробовать те же блюда, но официант сказала, что для одного это слишком много. Тэхён также оставил автограф, но владелец забрал его домой, поэтому пока его нет в ресторане, но возможно позже появится. Воскресенье у Тэхёна, значит, был выходной, и мы очень рады, что он хорошо проводит время. В тот же день Тэхён активничал в Инстаграм и оценил пост своего бывшего сослуживца. Эх, лайк от самого Ким Тэхёна. Это безумно круто. Тэхён нашел друзей в армии, и это очень радует. Кстати, это тот сослуживец, который исполнил свою мечту стать реабилитологом, благодаря поддержке нашего Мишки. Ребята, я хочу вам сообщить, что на моем канале на Бусти вышел новый обзор на тему: за что некоторые фанаты так не любят Тэхёна, обвиняют его в хайпе с Хёнтаном и говорят гадости о его семье. Ссылка на канал на Бусти будет в описании к видео и в первом закрепленном комментарии. Тайский актер Бук получил фотокарточку Чингука от фаната. Он был так счастлив, увидев изображение Чингука. Сразу видно, что Бук наш человек. Французский певец, автор песен и композитор Робин Перре упомянул Чингука в своем интервью. На вопрос о том, с каким певцом он бы хотел поработать в будущем, он ответил: это может прозвучать банально, но я хотел бы поработать с Чингуком из BTS. Я думаю, что Чингук в настоящее время является представительной фигурой кей-поп. Я не хочу работать с BTS только потому, что они большие артисты. Мне нравится стиль Чингука из BTS. Надеюсь, что однажды я смогу сказать: я работал над этой песней, сказал он с яркой улыбкой. Звучит очень интересно. И вообще нам очень любопытно, какими же будут новые проекты ребят и что нам ждать. Ну а теперь поговорим о топ-5 пикантных моментов между Чингуком и Тэхёном. 5 место. Желание Чингука для Тэхёна – закон. Отношения Чингука и Тэхёна, несомненно, идеальные. Вигу друг у друга всегда в приоритете, и этому есть множество подтверждений.
Чингук говорит: камера должна подняться. Почему она не поднимается? И тут же Тэхён, не раздумывая ни секунды, отреагировал: я сделаю это для тебя. И поднял камеру. Тэхён ценит Чингука и готов сделать все возможное, чтобы удовлетворить его желания. Он ставит его интересы выше своих собственных и не боится проявить свою заботу. 4 место. П. Поддержка. Похлопывание по спине является распространенным жестом поддержки. Это может быть выражением одобрения, похвалы или поддержки, скажете вы, и будете абсолютно правы, но Тэхён поддерживает Чингука по-своему. Чингук похлопывает Тэхёна по спине, а тот решил приободрить Чингука в ответ немного по-другому. Я думаю, на Чингуке этот метод сработал более эффективно. Тэхён знает, как поддержать своего любимого Чингука и приподнять ему настроение. 3 место. Автоматические действия Тэхёна. В повседневной жизни каждого из нас есть действия, которые мы совершаем не задумываясь. Это то, что мы называем автоматическими действиями, результат повторяющейся практики, превратившейся в рефлекс или привычку. И наблюдая за взаимодействием между Тэхёном и Чингуком, нельзя не заметить, что у Тэхёна есть свои привычки, которые говорят о многом. Тэхён проходит мимо Чингука и хватается за его талию. Это действие кажется неосознанным. По его лицу было видно, что он глубоко задумался, погруженный в свои мысли. И когда он проходил мимо Чингука, то по привычке обнял его за талию, потому что он часто так делает. 2 место. Вигу играет бровями. Очень нравится этот момент, когда думал, что это Тэхён начал заигрывать с Чингуком первым, а потом нашел другой ракурс происходящего. Вы тоже видели только этот момент, где Тэхён игриво поднимает бровь, смотря на Чингука. А оказывается, что это Чингук запустил эту химическую реакцию, а Мишка ему ответил. Чингук увидел томный взгляд Тэхёна, обернувшись назад, и не сдержался. Мы тебя понимаем. Этот взгляд и то, как он встряхнул свой пот с лица, слишком соблазнительно. 1 место. Тэхён с розой в зубах – это очень мило и красиво. Так думает Чингук. Тэхён фотографирует самого себя, а Чингук тихонечко им любуется, пока его собирает стилист. Чингук расплывается в улыбке. С такой неподдельной нежностью он наблюдает за этим процессом. Тэхён – это радость, отдушина, солнечный свет и счастье для Чингука. Ты смотришь на любимого человека и расслабляешься, как будто выдыхаешь и наслаждаешься мгновением. Вот так я чувствую состояние Чингука в этом моменте. На этом я заканчиваю данную тему. Обязательно дождитесь продолжения. До встречи!